Всем привет, с вами Дэн, и сегодня такой необычный ролик с подборкой самых необычных часов 2025 года, которые максимально выделяются по дизайну, идее, исполнению, сочетанию материалов, концепцию или техническим решениям. Причем это не обязательно часы, которые прям круто продаются. Здесь главное, чтобы они были необычными. И спасибо Bestwatch, что они дали возможность мне на своем складе покопаться и выбрать те модели, которые действительно интересные. И, наверное, начнем с бренда, который для меня стал открытием в 2025 году. Это Tacx, японский. Они делают, конечно, просто потрясающие штуки на стыке часов, искусства и технологий. Здесь модель, которая вот я вам показывал, одну из версий на обзоре, и она произвела на меня просто потрясающее впечатление. Ну и давайте смотреть такие вот робо-игрушки, часы, роботы. И японцы вообще любят, как вы знаете, роботов, все, что с этим связано. У них огромный пласт в культуре посвящен как раз-таки роботам. И они любят часы. И здесь все это соединено. Ну и вот вы мне скажите, разве это не потрясающе, что они сделали? Здесь еще все еще движется, а? Класс. Это невероятно. Это прям вот то, за что мы любим механику с вами. И здесь механика, она и в часах, механика, она и в такой вот подставке, которую можно ставить на стол, и такие часы вас будут радовать. Причем сам циферблат этой модели, как и у других моделей линейки, сделан под винтажную кинокамеру. Здесь еще одно такое пересечение вот этого, с одной стороны, современности, а с другой стороны, вот старого такого аналогового мира, который от нас постепенно уходит. И вот ценители, любители, они это воплощают в некоторых вот таких, я бы сказал, архитектурных формах, потому что здесь, ну, мне кажется, дизайн – это определяющее для этой модели и для этих часов в целом. Ну, давайте про банальные вещи. Корпус здесь 42 на 47, 15 миллиметров высота. Они не крупные, они достаточно такие универсальные. Здесь, понятное дело, вот апологеты читаемости должны, наверное, выключить этот ролик, потому что часы точно не про читаемость. Здесь часы про графику, про эстетику, про дизайн. Читаемость можно взять стандартные трехстрелочные часы, и там будет все в порядке. Здесь это... Здесь дизайн, а уже потом часы. Но при этом время можно считывать. Да, здесь есть часовая, минутная и секундная стрелки. И стилизация камер, да, с таким искажением приятным. Она получается полускелетонированная модель. И все это интересно встроено в общую канву, в общую идею дизайна. Поэтому здесь главное не характеристики, хотя часы исполнены на высоком уровне, здесь все очень приятно, внутри Миота, водозащита 100 метров, кстати, для подобного плана часов это прям редкость. И это лимитка 399 штук в мире всего. Специальная здесь еще и гравировка в честь 15-летия бренда. Вот здесь модель 235 из 399 штук всего. И это, как мне кажется, да, и подарочный формат, и выставочный формат, и формат для души, потому что такие часы вот стоят у тебя на столе, они точно будут греть души, они точно, особенно зимними холодными вечерами, ну, добавлять какой-то яркости, улыбки и теплоты, как мне кажется. По-моему, просто шикарная модель. Даже думаешь, ну, на запястье можно их носить, они классные, они именно на каждый день можно вполне использовать эту модель, и всегда будет о чем поговорить. А еще вот, например, даже в офисе на рабочем столе поставил, и они будут как вот такой вот элемент украшения вместе с подставкой роботом. По-моему, это шикардос. А теперь мы в классику, но в классику по форме, но не по концепции. Здесь Булава в классическом таком арт-деко прямоугольном корпусе, но опять посмотрите, какова реализация и визуализация. Это коллекция, посвященная Фрэнку Ллойду Райту, одному из ключевых легендарных архитекторов 20 века. И здесь ар-деко. Дизайн, да? Усложнений нет. Здесь нет даже даты, здесь только минуты, секунды и часовая стрелка. Все внимание на циферблат, на пропорции, на линии. Здесь у отметки 6 часов Фрэнк Ллойд Райт указано. И вы же знаете, что он сформировал принципы органической архитектуры. То есть здание как продолжение среды, работа с геометрией, с пропорциями. И как раз здесь прямоугольный корпус есть, плюс есть графика. И они как раз-таки эти часы перенаправляют к архитектурным формам, к витражам.
в целом эти часы выглядят, знаете, вот циферблат, он скорее выглядит как эскиз архитектурный, а не как вот какая-то уже декорация и элемент. И здесь интересное сочетание. И плюс есть объем, здесь классные пропорции, классический корпус. И мне нравится вот эта стилистика под витраж на стекле. То есть оно окрашено изнутри. И как мне кажется, это классная идея. Опять же, те часы, про которые всегда есть о чем поговорить, если они у вас на запястье или просто лежат на столе, как вот в случае с таксом, да. То есть сразу мы говорим про архитектуру, мы говорим про дизайн, про стилистику, про самого архитектора, про его работы. И модель, как мне кажется, будет интересна и тем, кто в архитектуре, кто в строительстве, и, конечно же, кто в дизайне. Ну, а мы с вами любим часы. А часы с интересной идеей, с интересной реализацией и воплощениями, так мне кажется, это вдвойне интереснее. Плюс, вот смотрите, на моем запястье 18,5 сантиметров, они очень интересные. Они прям притягивают взгляд. Слушайте, этот прямоугольник мне нравится, как он классно сидит на запястье. Вау. И шикарный ремешок, такой плотненький, но при этом очень-очень мягкий. Вообще Bulova делают хорошие ремешки в своих моделях. Да, это интересная модель. Это вот очень нетипично, но при этом очень много смыслов. И такие модели мне нравятся, как вот концепция. Ну что, мы все про серьезное, да про серьезное. Давайте про классные шотландские часы Spinnaker, микробренд, который всегда придумывает что-то такое интересное и необычное. И здесь еще и богатейший комплект Nessie. Перламутр. Лимитка 650 штук. Здесь и история, здесь и дизайн, и концепция. И вот здесь товарищ Рики, редактор шотландского подкаста о часах. То есть это у нас такая коллаба. Это коллаба, и как вы знаете... здесь еще инструмент для чего? Правильно, чтобы смотреть на Nessie. И, конечно же, мы на это посмотрим. Ну, давайте вытаскивать, конечно же, модель. Это самое-самое здесь. Ух ты, вот это шик. Признаться, эту модель я видел только на рендерах, и тогда она меня заинтересовала, но вот когда вживую смотришь, это, конечно же, другое впечатление. Здесь очень много идей, и они классно сделаны. То есть, сама по себе эта модель уже шикарная. Она интересная, как вот такая модель в дайверской стилистике. Они достаточно небольшие, 43 мм по диаметру, высота 13 мм. То есть, в принципе, на каждый день под среднее и под крупное запястье очень даже неплохо подойдут. Вот мое 18,5. Классный дайвер, яркий, перламутровый, Spinnaker, с интересными крупными, такими объемными и мягкими метками. Но дальше мы начинаем смотреть эту дайверскую тему через призму визуального образа. И здесь уже много чего интересного. Ну, во-первых, цвет, да. Сразу голубая вода, глубокая. Перламутр здесь как раз хорошо в эту канву вписывается. Плюс это коллаба, да. Здесь коллаба, как мы уже говорили. Что у нас здесь на задней? А здесь тоже, смотрите, Spinnaker и ротор переворачивается, и мы видим здесь Nessie. Шикарно. Ремешок тоже в тематике. Синий. Густой такой темный свет. Фольклор. Детали. Фактуры. И посмотрите, как интересно реализована секундная стрелка. Здесь секунда движется, и появляется Nessie в глубоком синем водоеме у нас. Сейчас вот она появится, а пока что там только волны. Мало секунды, да, в виде диска, это, конечно, классно. То есть здесь образ. Образ, который, по-моему, просто потрясающе был реализован. И мне очень нравится, как вот вблизи выглядят стрелки. Они как будто бы нарисованы, и также индексы. И вот у нас Nessie появился. Классно. Вот это шик идея. Это прям новый уровень. Ну, Spinnaker вообще делает классные вот такие лимитки, классные коллабы. Вспомнить того же Спанч Боба. А здесь Nessie. И всегда какие-то фишечки интересные придумывают, какие-то необычные, которые уже никто до этого не делал. И причем за вполне себе адекватные деньги. Ну, просто красавчики. Еще одна модель — это Seagull и их астрономическая линейка. Потрясающая модель. О, да. Здесь очень сложная
композиция по циферблату, и это потрясающая модель, мне кажется, это прям одни из самых интересных часов 2025 года. Уже под конец 2025 года с этими часами познакомился, и здесь, конечно, просто потрясающе. Ну, китайцы вообще любят подходить к технологиям через культуру смысл, не только через функции. И здесь основа в дизайне – это древнекитайская система сезонного календаря из 24 солнечных терминов. Кстати, это наследие ЮНЕСКО. Поэтому циферблат у нас сделан как астрономическая карта. Здесь 24 солнечных термина, здесь 28 лунных домов, 12 животных восточного цикла, ну про это уже большая часть людей знает, да, у нас центральное звездное поле здесь, большой такой вращающийся диск большой медведицы, делает оборот за год и может использоваться вместе с компасом. При этом здесь не декоративная какая-то астрономия, ну такая просто визуализация. Здесь реальная связка сезонного и звездного цикла. Для такого ценового сегмента, в котором находится эта модель, это что-то невероятное. Потому что ну, обычно ждешь какую-то просто стилизацию, да, ну окей. Нет, здесь это прям серьезная проработка. Ну, опять же, Сигал и китайцы в целом могут это сделать. Они могут себе позволить такие часы делать недорогими. Ну, а мы, собственно, можем позволить с ними знакомиться и вам про них рассказывать. Значит, внутри механизм Seagal ST2150, 40 часов запас хода. Классное здесь декорирование по нему. Корпус классика 42 мм, особенно с учетом того, что здесь заложено в концепцию этих часов. Сталь 316L, сапфир, задняя крышка здесь прозрачная. И, конечно, это такие коллекционные часы. То есть это и подарок, и коллекция, и те часы, опять же, вот, ну, сегодня вся такая подборка, те часы, про которые можно поговорить, и в которых очень много всего интересного, особенно для китаистов, особенно для, может быть, людей, которые любят и астрономию в том числе. Здесь и культура, да, и механика, и астрономия, все вместе, нестандартно. История, смысл, не просто вот как бы просто часы ради часов, конечно, очень круто. Китайцы красавчики. И при этом это часы, то здесь часы, минуты, секунды, и неплохо это все считывается. Несмотря на убер-супер насыщенный циферблат, ну потому что здесь яркий люм на стрелках, поэтому они видны. Секундная видна меньше, но она и не нужна. Здесь главное это циферблат, вселенная, концепция, история, Китай, и здесь, ой, шикарно. Конечно, в таких часах нужно разбираться, как ими пользоваться, как ими управлять. Есть, безусловно, инструкция, но я думаю, что нужно еще и более глубоко и детально именно разбираться в китайской истории и то, как они все это вместе сочетают. Но модель потрясающая, очень глубокая, очень сложная, очень необычная и шикарно сделана в плане качества. Ну и на запястье они вполне себе как часы на каждый день. Но вы просто посмотрите на эту сложность и эту красотулечку. И не забываем, что у нас все это еще и в движении. Наша большая медведица-то раз в год перемещается. А теперь от китайской концепции идем к французской. Здесь необычная для бренда морская тематика с навигационной логикой. Интересно? Да еще бы. Это шикарная модель. Здесь тоже есть о чем поговорить и в чем захочется, конечно же, разобраться. Часы, на мой взгляд, просто-таки потрясающие. Это в данном случае у нас кварц. Если говорить про характеристики базовые, то 43 мм по диаметру, сталь 316L, высота меньше, чем 11 мм, водозащита 100 метров, сапфировое стекло. Так что здесь в базе все очень даже приятно. И вот смотрите на моем запястье, ну шикарно смотрится модель. Вот с этим креплением для ушек прям бомба. И на каучуковом ремешке прям классно. У нас здесь заводная головка, у нас здесь кнопка, которая отвечает за что? За крутяк. Это редкая версия, она, значит, к 35-летию линейки Newport сделана, а модель называется Newport Mariograph. И вроде бы это дайверская, да, морская тематика, но здесь нет ничего от дайвера, здесь больше про Mariograph. Это индикатор прилива и отлива с отдельной стрелкой. Полезная функция.
Смысл в ней есть, потому что она и привязана к истории, да, к навигации, да и в принципе и сейчас можно такой функцией пользоваться, она удобна, она понятна, если, конечно же, вы разберетесь, как это все работает, но для этого есть, понятное дело, инструкция. Циферблат здесь с солнечными лучами, такой глубокий, плотный, красивый, с отливами синий цвет, морской, летний, яркий такой. Технологичный, я бы сказал, инструментальный характер у этих часов. Внутри ронда стоит, и, как мне кажется, это очень интересная реализация. И причем, в отличие от других часов, которые дают похожие характеристики, они не перенасыщены. То есть здесь это все-таки трехстрелочник, в котором можно хорошо считывать часы, минуты, секунды, а все дополнительное это у нас как раз-таки уже индикация отлива и прилива. По-моему, классно. Ну и шикарное качество отделки, шикарный корпус, необычный, сразу заметный на запястье. Ну и хочется немножко разбавить всю эту, может быть, серьезность предыдущих часов. И у нас здесь такие фановые часы. Nubeo Space Invaders. Лимиточка, в честь игры, коллаба, можно сказать опять. Я эту модель вам детально показывал уже. Но давайте про нее вспомним, потому что это тоже такой своего рода яркий арт-объект, который на стыке истории, вот в данном случае игры и, конечно же, часовой тематики. В таком огроменном ярком кейсе. И вот в этой версии их еще не было на канале. И, как мне кажется, версия супер яркая, супер сочная. Вау, вот с такими прям, как из 90-х цвета. Класс. История, можно сказать, детство у вас прямо на запястье. Это кварцевая версия, кварцевый хронограф. Многослойный, очень насыщенный, очень сочный, яркий циферблат. И вкупе с этим ремешком и бочкообразным корпусом, они просто обязаны к себе привлекать просто нереальное внимание. Такая часы, поп-культура, игры 70-х, 80-х. Это шик. Как будто старый такой игровой автомат. Ретро-футуризм, но вполне себе современная модель. Ностальгия, арт-объект, но при этом и позитив, и очень-очень большая яркость. Как мне кажется, такой формат для коллекционеров, для поклонников ретро-игр. Ну и для тех, кто, в принципе, хочет иметь на своем запястье что-то такое яркое, супер позитивное и прям привлекающее внимание. На мой взгляд, классная моделька получилась у Nubeo. Ну, на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн. Конечно же, увидимся. Напишите, какие из часов вам понравились больше. Пока!